Всем привет, меня зовут Всеволод, и сегодня я покажу вам, как своими руками сделать фигурку жнеца для ваших настольных ролевых игр. Вперед! Первым делом для миниатюрки нам потребуется основание. Я решил попробовать сделать что-то новое. Крышка от бутылки, немного толстого картона и шуруп. Вырезаю кусок толстого картона, чтобы он помещался в крышку. Обильно смазал клеем и сунул в крышку. Он должен уплотнить соединение. Далее просто вкручиваю по центру шуруп. Основным элементом призрака будет ткань. Я сделаю ее из бумажного полотенца. Я попробовал несколько методов, но этот мне понравился больше всего. Сперва я помял полотенце для мягкости. Затем слаживаем его пополам, смазывая внутреннюю сторону клеем ПВА. Бумажный сэндвич с клеем получается. Вот наша ткань и готова. Теперь нанизываем ее на шуруп и придаем желаемую форму. Я рассчитываю, что жнец будет делать замах, поэтому ткань должна быть закручена в одну сторону. Когда я получил начальную форму, я отрываю лишнее. Здесь я стараюсь сделать так, чтобы края были естественно рваные. Вряд ли привидения следят за своей одеждой. Аккуратненько отрывайте нашу самодельную ткань и расправляйте ее в нужное положение. Далее, чтобы закрепить успех, я прохожусь сверху кистью с клеем ПВА. Мое ноу-хау для сушки. Крышки от бутылок. Одного слоя очевидно было мало, поэтому я добавляю ткани. Все так же, закручиваем и обрываем лишнее. Вот что пока получается. Мне нравится. Пока ткань жнеца сохнет, я решил сделать ему руки. Для этого я использую обычные спички. Я примерил размер руки у обычной миниатюрки, для того чтобы было от чего отталкиваться. Пассатижами я попробовал придать немного текстуры. Ломаем спичку пополам, но не до конца. Опробовали примерное положение рук. Из толстого картона вырезаем плечи. Почему? Потому что его удобно накрутить на шуруп. Вот так вот. Что ж, немного сумбурно, но теперь самое время перейти к оружию жнеца. Для косы нам потребуется тонкая веточка для древка, обычные тонкие нитки и деревянный шпателек для лезвия. Я ломаю палочку, чтобы сделать крестовину, на которой будет держаться лезвие. Обламываем деревянный шпатель до нужной длины и затачиваем ножом под клинок косы. У меня вышло вот так. Думаю, сойдет. Далее нужно слепить все вместе. Для этого я буду использовать нитки. Здесь никаких секретов. Я использовал два знаменитых метода связки. Мотай как-нибудь и вроде держится. И вам рекомендую их придерживаться. Хотя если вы знаете что-нибудь особенное, поделитесь в комментариях. Ну и конечно, укрепляем клеем ПВА. Остатки нити я просто обмотал вокруг древка. Вот что в итоге у меня получилось. Мне понравилось. Оставляем сохнуть. Пока сохнет коса, тело уже готово к работе. Снова делаем ткань по нашему рецепту. Из нее мы должны сделать капюшон для жнеца. Чтобы не париться, я просто беру форму с готовой миниатюрки. И вам очень советую. Это существенно упрощает дело. Я понял, что не мешает конец шурупа. Откусил его. Теперь ничего не мешает. Лепим капюшон на плечи. Вот что у меня из этого получилось. Ну и конечно же укрепляем клеем ПВА. Эй, ты в капюшоне! Никого не трогай! А, у тебя же рук нет. Ноги в руки и вперед! Ой, простите. Соберись в конце концов. И коса подсохла. Вроде крепенькая. Чтобы укрепить и приклеить руки, нужно четко понять их положение. Ну, примерно вот так. Далее, используя те же волшебные техники, я укрепляю их нитками. Мотай, мотай. Мотай, мотай. Вот что получилось. Как и с косой, руки я обязательно укрепляю клеем. И еще одно ноу-хау для сушки. Да я чертов изобретатель. Мне не понравился немного жирный бок жнеца, и я решил его откусить. Дай сюда! Вот, красавчик. Далее суперклеем я прихватываю руки в примерно нужном месте. И откусываю лишнюю длину.
Далее, вырезая куски бумаги из бумажного полотенца, я укрепляю жнеца и закрываю некрасивые места. Зубочистка или спичка здесь отличный вспомогательный инструмент. Моя задача здесь скрыть картон плечей, резкие переходы рук в виде углов спичек и просто некрасиво легшую ткань, а также закрепить клеем ПВА и бумаги руки на месте. Высохло. Ну вот, красота. Теперь ты с руками. Не, что не так. Ить! Во, оно. Так же, как и руки сперва, косуя прихватывая суперклеем. Теперь перейдем к пальцам. Я сделаю их из обычной бумаги. Просто нарежьте обычную бумагу на маленькие полосочки и скрутите их вот в такие трубочки. 10 штук, разумеется. Ну прекрасно же. Группируем по 4 пальца и фиксируем биндером. И макаем края в клей для фиксации. Немного убрал лишнее. Высохло. Примеряем. Смотрим примерную длину. Обрезаем лишнее. Дальше при помощи ПВА мастим наши руки на место. Ну вот, парень уже и с кистями. Не забываем про большие пальцы. Чтобы кисти держались плотнее, пока сохнут, я притянул их ниткой. Вот так. Чтобы скрыть переход от спички к кисти, я решил сделать кандалы из тонкого картона. Просто тонкая полоска, просто клей ПВА и просто прижали. Гениально! В принципе все. Но мне не нравится пустое место на спине. Что бы я мог туда приделать? О, у меня завалялись крылья. Не подходит. Может, книжечку? Книга мертвых. Не, тоже недоволен. Ну и я, конечно же, решил остановиться на обычных тряпках. Типа богослужебных одеяний. Амафор, Арарий или Петрохиль. Ну вы поняли. Вырезал тонкий картон, примерил, помял для мягкости, положил по линии капюшона и приклеил. Видимо, перестарался, когда мял. Ой, сделаем новое. Тонкий картон, в нем а-ля развивается. Клеим на ПВА. Вау, даже держится. Ну и мне, как всегда, тяжело становиться. Я вырезал еще маленькие кусочки, чтобы украсить капюшон. И Арарий. Пусть это будет Арарий. Ору со слова Арарий. По факту, если не остановиться, можно и доспехи сделать из этого картона. Ну и конечно, лишний раз Арарий можно укрепить клеем. Оставляем сохнуть в правильном положении. Ну, вроде весьма эпично и держится. Проверяем фишечку. Да, она может летать. Украсим и основание. При помощи клея ПВА наносим текстуру земли. Я использую смесь круп, но земля и песок подойдут не хуже. И еще украшеньки, чтобы скрыть стык. Высохло. Теперь мы готовы к покрасу. Как и всегда до этого, грунтуем черным. Только не забудьте про все складки ткани.
Далее, для интересного подтона, я прохожусь темно-зеленой проливкой по ткани. А темно-коричневой проливкой по земле и древку косы. Теперь серая сухая кисть, слегонца, по основанию и по ткани. Дальше я решил закрасить белые элементы, то есть руки и арарий. И все-таки перекрыл коричневым древко. Далее серебром я делаю сухую кисть по клинку косы и наручникам. И украшением на капюшоне. Как-то мне грустненько. Добавлю зеленого. И перекрасим кандалы в медь. Ну, вроде лучше. Теперь сухой белой кистью подчеркиваем детальки. Например, нитки на перекрестье косы. И на локтях. Теперь темно-коричневая проливка для оттенков и дополнительных теней. Только успейте убрать лишнее салфеткой или кистью, а то получится как у меня, кисти просто почернеют. Так, надо отдохнуть. Нарисуем руны. Обычная гелевая ручка и поехали. Чуть не забыл про лезвие. Теперь зеленая сухая кисть, чтобы придать магического свечения, я не знаю. Как же можно так портить покрас? Надо успокоиться. Порисуем руны. Кто безбожно запорот покрасом? Ты безбожно запорот покрасом, да. Зато ты умеешь парить. И даже без вейпа. Что у нас в итоге получилось? В целом, миниатюрка мне очень понравилась. Она соответствовала всем моим ожиданиям. Ну вы уж за показ меня простите, но тем не менее, я использовал самый дешевый акрил, не лучшее решение для миниатюрок, хотя вот для террейна вполне подходит. Также я понял, что из этого бумажного полотенца можно легко сделать любую ткань. Я впервые делал маленькую миниатюрку дюйм на дюйм. Воспринимайте этот крафт скорее как метод. Вы можете сделать любую позу, любое оружие. Ведь в итоге миниатюрка вышла достаточно крепкой. Крафтите, делитесь своими вариантами. Либо напишите в комментариях, в каком варианте еще вы хотели бы видеть призрака. Спасибо за просмотр этого видео. Это первая фигурка на этом канале. Я давно хотел попробовать сделать собственную фигурку классического призрака, такой, ожившей тряпки. Типа Назгулов из «Властелина колец» или призраков из третьих героев. Получилось ли у меня? Поделись своим мнением в комментариях. Для меня это важно. Ну и конечно, ставь лайк и подписывайся на канал. Ведь это только первая миниатюрка на нашем канале. Из многих. Вы вторглись в мои владения. Ты сам меня похитил. Вы разрушили мою обитель. Это все медведь. Вы прервали жертвоприношение. Я тебе не жертва. Теперь вы все умрете.
Приготовься к поражению, тряпка с бритвой. Давай! Зов мертвых! Готовы? Раз, два. Бежим. Взять их! Великое рассекание! Я еле держусь, мохнатый. Вам не уйти! Опа! До свидания. Я вас уничтожу! Хрен тебе, а не жертва. До свидания. Сам ты жертва, тряпка с бритвой. Лайк, подписка, коммент.